Приветствую всех! Недавно мы закончили вязать вот такого героя по мастер-классу, который вы можете найти на моем сайте smallydolls.ru или на моем YouTube канале Smolly Dolls. Такой вот он получается в итоге. И в этом видео я расскажу, как его затонировать. Для этого я буду использовать акриловую краску. Понадобится черный и белый цвет. Также понадобится любая палитра. И я, чтобы не запачкаться, использую перчатку. Также понадобится две кисточки. Одна тоненькая и одна обычная кисточка для рисования толстая. Также понадобится вода. В одну ячейку я налью воды, а во вторую буду смешивать потом краски. Берем черную краску. И при помощи тонкой кисточкой будем рисовать на сирене узор. Я не знаю, что обозначают эти полосочки у него на сиренах. Или это вены, или это мини-проводки какие-то. Если честно, не уточняла этот вопрос. Но на многих картинках у него на сирене такие кривые полосы изображены. От начала, где у нас расширение происходит вязание, начинаем аккуратно прорисовывать такие вот полосочки. Немного краски берите, чтобы полоски эти были тонкими. В произвольном порядке вот так по всей окружности прорисуйте эти линии. Здесь я их немножко соединяю вместе, как будто они из одной точки растут. И с этой стороны снова прорисовываю. Акриловая краска, она не стирается после высыхания. Даже если вязаные изделия постирать, акриловая краска не размажется, не сотрется и никуда не денется. И аналогично на второй сирене, после того, как я закончу на первой, я прорисую такие же полоски. Вот так это будет выглядеть. Не обязательно они должны быть прямо одинаковыми. Как получится, так я и рисовала. Теперь берем толстую кисточку, берем на нее черную краску и переносим в ячейку. Это может быть палитра или любая другая ненужная баночка. Моем хорошо кисточку и берем белую краску и также переносим немного в ту же самую палитру и перемешиваем. Если у вас есть нужный оттенок краски серый, то можно ничего не смешивать. Нужен оттенок на несколько тонов темнее, чем цвет нити, который вы вязали. После засыхания краска чуть-чуть светлеет, поэтому если взять чуть-чуть темнее, то
ее может потом быть не видно. Если вы вязали каким-то другим цветом, например, коричневым, соответственно, цвет краски нужно взять на несколько тонов темнее, чем тот коричневый, которым вы вязали. Можно взять готовые краски, а можно также смешать до получения такого цвета, который вам нужен. В полученную краску я также добавила немного воды. Начинаем наносить сверху вот эти провода, для начала тонируем. Возвращаемся к тоненькой кисточке. Моем ее, берем краску. И прокрашиваем с нижней стороны, начиная с нижнего провода. Так, потихоньку по кругу прокрашиваем со всех сторон. Из-за того, что я добавила воду в краску, она немного расплывается. И линии получаются не такие четкие, как при рисовании краской без воды. И заканчиваем с другой стороны. Немного отодвигаем. И также прокрашиваем следующий провод. И аналогичным образом прокрашиваем все провода с нижней части, со всех сторон. Аккуратно сдвигая каждый провод. Вот я их все прокрасила, все 6. И вот этот тоже верхний, который через шею у нас проходит. И теперь, чтобы выглядело аккуратно, я прокрашиваю уголки, чтобы краска начиналась с того места, где у нас начинаются сами провода, и чтобы это выглядело ровно. Все уголки. И по второй стороне точно так же прохожусь по уголкам. Так, пока провода сохнут, красим дальше. Вот здесь при желании что-то типа ключицы выделяем снизу, с самой шеи. Ну, как бы тень придаем. И вот здесь по центру я тоже прокрашиваю, рисую такую полосочку. И завожу ее немного вот в начало последнего провода. Далее переходим на руки. В районе плеч вот здесь немножко тень делаю. И сразу с задней части тоже как бы выделяю вот эти кости, которые крепятся к телу. И на второй руке то же самое. Далее перехожу к ногам. Здесь то же самое в районе бедра. Выделяю вот эти кости ног с передней части и с задней части. Эти линии довольно хорошо видны, где их рисовать.
Соединяем верхнюю точку, где у нас соединяется бедро с телом, и с нижней точкой. И на второй ноге аналогично. Переходим ниже на область колен. И здесь вместе сужения после вот этого шарика, да, почти который мы вязали, рисуем полосочку. И между этими шариками, между костями также прорисовываем полосочку. И с нижней стороны аналогично тоже выделяем краской. То же самое проделываем и на второй ноге, и сзади обеих ног. И переходим на нижнюю часть. Здесь прорисовываем внизу, делаем тень в самом конце самой косточки. И я немножко тоже тонирую пальчики ног. Но это по желанию. Это также защитит от того, что пальцы будут пачкаться. Если это будет играть ребенок, первое, что будет пачкаться, это кончики пальцев. Тонкие и узкие детали. Поэтому я на них наношу немножко краски. Также вот в этих местах выше пятки прорисовываю полосочку. И все по аналогии на второй ноге. Теперь на руках прорисовываем аналогичные места, что и на ногах. На ладонях вот здесь вместе основания пальцев тоже прорисовываем. И аналогично на задней стороне. Дальше вот здесь, где соединяются визуально две детали, такую вертикальную полосочку я делаю. И с передней части тоже. И пальцы рук тонируйте по желанию. И аналогично закончите вторую руку и вторую ногу. С тонировкой тела мы закончили и возвращаемся к сиренам. За это время краска на сиренах у нас подсохла, и мы немного добавим вот этой разведенной краски. Только лучше отжимать кисточку, чтобы не расплывалась. И к каждой вот этой черточке по краю я добавляю немного вот этого разбавленного цвета. Получится такой эффект, как будто вот эти проводочки или вены, они бледнеют на концах. Вот так аккуратно к каждому я немного, буквально пару миллиметров добавляю. И точно так же на второй сирене тоже прокрашиваем. Все, с тонировкой мы закончили. Аккуратно загибаем обратно сирены, как они были. И нам остается закрепить. Вот таким акриловым лаком можно закрепить язык и зубы, либо
клеем ПВА, если лака нет. В принципе, эффект будет тот же. Единственное, белая часть может от клея ПВА чуть-чуть пожелтеть. Той же кисточкой промыла я ее. Я буду наносить лак на зубы и язык. Желательно промазать язык с двух сторон, нанося немного лака. Даем буквально минуту просохнуть. И после этого салфеткой снимаем лишний лак. И теперь фиксируем так, как вы хотите, чтобы язык у вас закрепился. Я примерно вот так вот. Такую форму придам. Вот так. И в таком виде оставляем сушиться до полного высыхания лака. Когда лак высохнет, если хотите, можно придать форму зубам. Например, можно так немного сжать сирену. С одной стороны зубы отвернуть наружу. И с другой стороны тоже. А верхние и нижние они будут завернуты внутрь. И получится как бы пасть, такая челюсть. Можно в таком положении зафиксировать. Наносим тоже лак кисточкой на каждый зубик. Можно с одной стороны, можно с двух сторон нанести. С одной стороны, в принципе, достаточно. И аналогично поступаем со второй сиреной. И после этого оставьте сушиться еще до полного высыхания лака. И на этом я заканчиваю серию видео про вязание и оформление сиреноголового. Буду рада видеть ваши работы в соцсетях. Заходите на мои странички. Встретимся с вами в следующих видео.